Давно хотели сделать это. Вы всегда хотели, но не решались. Поэтому сегодня каверзные вопросы о Корее Милене задам я, Анна Ши. Всем привет! Ага, готово. Давай. И если мы говорим о Корее, то первый вопрос, естественно, будет связан с... Да-да, Милена, ты правильно меня понимаешь, с алкоголем, а точнее с макколи. Пробовала ли ты его в Корее? Да, и на самом деле корейцы удивлялись тому, что я предпочту макколи соджу. И для них это было очень странным, хотя они это очень поощряли. Ну, а следующий вопрос задают, наверное, каждой девушке, которая жила, живет или только собирается, а может даже и не собирается жить в Корее. Это ты и твой корейский парень. А в нашем случае это ты, Милена, и твои отношения с корейскими парнями. Встречалась ли ты с корейцем? Ну, как сказать, встречалась. Так встречалась, что теперь замужем. Опыт, конечно, колоссальный, да, но, да, слава богу, привел к свадьбе. Кто знал, кто знал. Как так получилось, сама не знаю. И предлагаю вернуться к алкоголю. Мне кажется, мы его не до конца обсудили. Как ты знаешь, Милена, после каждой рюмки внутрь начинается шумная и активная застольная игра. Расскажи про свой опыт в алкоиграх. Это мрак. Было дело, но не так много. В основном я только наблюдала, потому что чисто физически я не могу, выпив, считать. У меня, в принципе, проблемы с математикой были, я больше все-таки гуманитарий. Слава богу, если это будет реакция. Тут я, да, на реакциях я еще хорошо могу сыграть, но не с математическими, типа Баскин-Роббинс или Синанда, Теминанда. Как они в пьяном состоянии могут еще что-то считать в голове, для меня было что-то. Одно дело на реакцию, а другое дело на подсчет. Ну а теперь предлагаю окунуться в культурную жизнь Кореи. Боскинг, такое загадочное слово, но за ним скрыто кое-что очень-очень красивое и очень-очень колоритное. Правда, Милена? Ну, благодаря моему мужу я познакомилась с корейским боскингом достаточно быстро. И я была очень удивлена, потому что это не только танцующие и поющие люди, иногда это просто даже какое-то выступление мимов. Такое я видела только на Арбате, не думала, что здесь тоже такое есть, и это потрясающе. Особенно мой муж танцующий. Когда живешь в Сеуле, то море далеко, поэтому и соблазн покупаться в нем тоже далеко. А когда живешь в Пусане, и море повсюду. Расскажи, Милена, есть ли у тебя опыт того, как ты плавала, но был не сезон? Был случай, мы только приехали с подругами в Пусан, и было бабье лето. По стандартам Кореи уже все. То есть, как бы сезон закончен, на пляже реально только иностранцы. И только иностранцы лезут в воду. И мы были тоже среди тех самых единиц на огромном пляже Гуанали, кто полез в воду. И она была нормальная. Для большинства корейцев это был огромнейший шок. Потому что, уже все, сезон кончился. Чего вы тут в воде-то плескать? Она, наверное, холодная. Да нет, тепленькая. Возвращаемся к культуре корейцев и их национальным развлечениям. Норэбан — это вот прям обязательное место к посещению. Правда, правда? Правда. И песни там есть на любой вкус. На русском, на английском, на корейском, на японском. И, Милена, что-то мне подсказывает, что ты знаешь не только корейский, но еще и японский. Правильно? Я же не ошибаюсь. Так вот расскажи, пела ли ты в Норэбане песни на японском языке? Раскусила меня! Да, и еще раз, да, был такой опыт. Не только русские песни я иногда пела вместе с корейцами, но и пара моих друзей, корейцев, которые знают некоторые японские песни, а то и являлись полукровками, помогли мне найти пару песен Гакта, а то и Катунов, и я вместе с ними мяукала в ритм песни, потому что слова уже толком не помнила. Но было дело, да, как-нибудь продемонстрирую, может быть. Построить отношения с корейской едой по типу «вот вкусная еда, и я ее ем» — это очень просто, потому что корейская еда действительно очень вкусная. Но есть те люди, которые не только едят корейскую еду, но еще ее и готовят. Милена, ты одна из них? Не поверишь, вначале я пыталась готовить только европейские блюда, но потом потихоньку, полегоньку я научилась таки делать и корейские. Либо делать некий микс между европейскими и корейскими блюдами. В основном это, конечно, должно быть что-то острое, либо с кимчами. Поэтому
некая версия соляночки здесь прошла просто на ура. Добавить туда немножко кимчи, приперчить побольше обычного. Жители любой страны в любой стране абсолютно никак не застрахованы от фразы «понаехали». Милена, а ты слышала такое? Да, к сожалению, очень часто, по первости особенно, я слышала такие фразы корейские, вроде как «понаехали», что вы тут забыли. От старшего поколения, от Аджумы и Аджиш, ну, как бы это и понятно, почему. И со временем, слава богу, это сошло на нет, потому что, ну, мало приятно на самом деле, хотя и понятно. Корейцы очень любят развлекаться. Неудивительно, что и видов развлечений у них огромное количество. И одно из таких развлечений – это уличные конкурсы. И вот расскажи, Милена, участвовала ли ты в уличных конкурсах? Может быть, выигрывала даже что-то? Я частенько мимо таких конкурсов ходила, но не участвовала, потому что в целом я не понимала, что надо там сделать. Одно дело забить с одного удара гвоздь, это еще как-то понятно, то есть тут и физика, и математика, все в одном, надо просчитать угол, там, удар и так далее. Но иногда это какие-нибудь странные дартсы, либо стрелять из лука, и ты знаешь, что этот лук никакущий, тебе там, я не знаю, как надо так встать, чтобы выстрелить, чтобы он хотя бы вообще попал в доску, неважно, что в цель не попадет. И продолжаем путешествие по корейским развлечениям, и следующая на очереди будет клубы. Поэтому, Милена, рассказывай, ходила, не ходила, понравилось, не понравилось? Да, ходила в клубы, и не только в 2011, но и уже в 2013 было несколько сравнительных опытов, скажем так, клубной жизни в Сеуле с клубной жизнью в Пусане. Да и даже случай, когда меня подруга спасла от того, что я не знаю, чуть-чуть не залезла в найты, которые сами знаете, что значит. Если нет, как-нибудь расскажу. А так, есть сравнение, что такое VIP-клуб, есть сравнение, что такое простой студенческий клуб и что такое урбан-клуб. И среди всего этого я бы выбрала бар с пати-бибоев, там веселее. Есть страна, есть еда. У Германии, например, такая еда неотъемлемая – это сосиски, а у Кореи – это кимчи. И я вот даже не могу представить, как хотя бы один день в Корее можно прожить без кимчи, потому что оно действительно везде. И вообще, возможна ли такая ситуация, чтобы целый день не есть кимчи в Корее? Милена, рассказывай. Приехав сюда, ты рано или поздно привыкаешь к кимчам. И провести день без кимчи, при условии того, что я люблю наши маринады, мамины помидорчики, бабушкины огурчики, квашеночка, И когда ты прочувствуешь то, что кимчи или муль-кимчи очень похожи на нашу квашенку, а вот эти огуречные кимчи чем-то смахивают даже на наши маринады. Нет, вот не пиклзы, именно кимчи. И ты как-то прочувствуешь это, привыкнешь к этой легкой остроте. Без этого просто, по-моему, нереально прожить. Особенно, когда ты это используешь в готовке. Почти постоянно, повсеместно. Нет, я не могу! Один из часто задаваемых мне вопросов – это встречала ли я в Корее айдолов. Милена, давай я переадресую его тебе. Встречала ли ты в Корее айдолов? Встречалась ли я с айдолами? Ну как сказать? Шайни видела на вытянутой руке всех. Drunken Tiger, Epic Eights, да и так, A-Pink, Pocket Girls. Как так? Ну, во-первых, институтский фестиваль, во-вторых, благодаря тому, что я училась в институте, отправили на пару концертов, где как раз Epic Eights и Drunken Tiger встретила, ну, еще парочку каких-то начинающих тогда групп, я, правда, не помню. Ну, а уж про Pocket Girls, я думаю, вы видели мое видео. А Шайников как встретила? Тоже было дело в Москве. Встречала, если честно, вау, такие худенькие, откормить хочется. Еще одна культурная особенность корейцев – это то, что они обязательно похвалят ваш уровень корейского языка. Даже если вы знаете всего несколько слов, они сначала похвалят ваш уровень корейского языка, а потом научат чему-то новенькому. Интересно, а такая тенденция вот есть в обратную сторону? Милена, ты учила корейцев русским словам? Если да, то какие? Не раз на самом деле была такая ситуация, когда корейцы спрашивали, типа, а как это сказать, а как вот это сказать, а вы вот когда чокаетесь, что-нибудь говорите, объяснять им, что у нас вообще-то такая глубокая фишка тостов, и как-то с разными людьми разные вещи говорятся, не только за здоровье, на здоровье, поехали. То есть все зависит от того, какой по очереди тост, да, с кем пьем и так далее. И вот для них среднестатистическую вещь мы таки придумали. Именно придумали, потому что, ну, объяснять им глубину этого момента было очень сложно. Поэтому чисто инфинитив. Пью.
Они после этого просили что-нибудь еще. Мы их, конечно же, с удовольствием учили их говорить приветствие. Два типа, официальный и дружественный. Не все могли выговорить «здравствуйте». Ну, не все. Но и такие чудеса были. И на работе люди спрашивали, потому что приезжали русские в отель, поэтому нужно было как-то приветствовать. Да и, в принципе, друзья бибои моего мужа тоже интересовались. Привет, спасибо, да, нет, и я люблю вас. Какие любвеобильненькие. На самом деле очень прикольно. Это говорит о том, что они заинтересованы в нашей стране. И, естественно, неотъемлемая часть любой страны, любой культуры – это свадьба. И во всех странах свадьбы чем-то похожи, чем-то отличаются, а Корея выбрала в себя и западные традиции, и восточные традиции. Побывать на свадьбе – это просто что-то прям вау-вау-вау. Милена, ты согласна со мной? Была ли ты на корейской свадьбе и понравилось тебе что да как? Была на корейской свадьбе. На самом деле, я бы что-то сделала немножко другое. У нас еще не было корейской свадьбы, я бы сделала нечто другое. Например, свадебную пати. А еще Корея это не только страна развлечений, алкоголя, приветливых или не всегда приветливых корейцев, но это еще и страна гор. И каждая корейская аджума или аджуши, да ладно, вообще каждый кореец считает своим долгом обязательно в них подняться. Милена, а ты считаешь точно так же, как корейцы? Жить в Пусане и не подняться хотя бы на одну гору. Ну, во-первых, одна из них была каждый день, когда я училась в Силе. Просто каждый день подъем в гору. Ну, а вторая, самая такая крутая, за поиском дзена, Сокпульса. Вау. Особенно классно и шикарно будет для тех, кто любит хикинг. И вообще такие какие-то дороги с препятствиями. Ага, здесь их очень много. Хотя, наверное, в Сокче еще больше. Но здесь тоже хватает. Спасибо вам, что вы прошли весь этот Q&A от Ани вместе со мной. Я надеюсь, вам понравились мои ответы и эти каверзные вопросы от Ани. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте мне комментарии, а я пойду задавать каверзные вопросы Ане. Держись, я иду к тебе. Да, а еще нематные слова спрашивали.